Многие до сих пор убеждены, что кошки не способны на настоящую преданность, считая их эгоистичными и равнодушными. Однако история, случившаяся в колумбийской богате, полностью разрушает эти стереотипы. Ее главные герои – молодая семья, состоящая из Хайро и Марселы, и их домашняя кошка по имени Киара. После свадьбы пара переехала в новую квартиру и начала готовиться к самому радостному событию в жизни – рождению ребенка. Поскольку оба супруга работали, было решено нанять помощницу по дому, которая могла бы не только следить за порядком, но и помогать с малышкой. По рекомендации подруги Марселы в их доме появилась Стелла, внешне доброжелательная, аккуратная и трудолюбивая женщина, которая сразу произвела хорошее впечатление. Однако кошка Киара встретила новую обитательницу настороженно. Обычно ласковая и миролюбивая, в присутствии Стеллы она становилась агрессивной и тревожной. Супруги решили, что это временное явление. Кошки, как известно, не сразу привыкают к посторонним. А потом в их доме произошло главное событие, родилась долгожданная дочь Диана, и Киара удивила всех, она не только приняла новорожденную, но и проявила к ней невероятную заботу, практически не отходя от ее кроватки. Отношение к няне не изменилось, Киара оставалась настороженной, а при любом приближении Стеллы к ребенку могла зашипеть или даже напасть. Родители недоумевали, Стелла ухаживала за ребенком бережно, с виду идеальная няня. Один инцидент стал переломным. Стелла позвонила Хайро в панике, утверждая, что Киара напала на нее без причины. Мужчина хотел наказать кошку, но в итоге решил показать ее ветеринару, чтобы исключить проблемы со здоровьем. Однако осмотр ничего не выявил. Врач предположил, что кошка может чувствовать угрозу и защищает ребенка. Его слова запали Хайро в душу, хоть он и не хотел верить в недобрые намерения Стеллы. Тем не менее, поведение Киары продолжало тревожить, ее реакция на няню была всегда одинаковой, враждебной и беспокойной. Тогда Хайро решился на отчаянный шаг, он установил в доме скрытые камеры, надеясь наконец понять, в чем дело. Совесть мучила, ведь они вторгались в частную жизнь человека, но безопасность ребенка была важнее. Уже первые записи подтвердили худшие опасения. На камерах было видно, как милая няня, оставшись одна, резко меняется, ее поведение становилось грубым, она оскорбляла Киару, прогоняла ее пинками. Диану Стелла брала на руки резко, без любви, разговаривала с ней раздраженным тоном. Но самым шокирующим было то, что няня систематически воровала, сначала мелочи, затем украшения и дорогую технику, копалась в личных вещах хозяев. Потрясенный Хайро сразу позвонил Марселе. Та, хоть и не хотела верить, была вынуждена признать, Киара все это время пыталась защитить их семью. Пара решила сначала поговорить со Стеллой лично. Женщина не призналась, пока Хайро не показал ей записи с камер. Тогда с нее будто слетела маска, она стала кричать, обвинять супругов в жадности и даже попыталась наброситься на мужчину. Но Киара оказалась рядом, одним прыжком она преградила Стелле путь, вынудив ту покинуть дом. Впрочем, недалеко, полиция уже была в курсе и вскоре задержала воровку. Супруги поняли, насколько мудрой и преданной может быть кошка. Киара, в отличие от людей, распознала зло сразу. С тех пор они стали внимательнее присматриваться к поведению питомца, особенно с новыми людьми. Киара и подросшая Диана стали лучшими подругами. Девочка, узнав о том, как кошка защищала ее в младенчестве, полюбила ее еще сильнее. Киара, несмотря на возраст, до сих пор охраняет свою девочку, как в тот первый день. А Хайро с Марселой уверены, Киара не просто питомец, она часть семьи и надежный страж. А как вы считаете, можно ли полагаться на поведение животных в оценке людей? Доверяете ли вы своему питомцу? Напишите в комментариях, будет интересно узнать ваше мнение.